Здравствуйте, зрители моего канала. В сегодняшнем видео я хочу показать вам все издания в металле, то есть это стилбуки, фьючерпаки, металлпаки, а также все издания в стекле, то есть это Super Jewel Case, так называемый. Все такие издания в металле и стекле, которые у меня есть. Их у меня не так уж и много, поэтому все покажу их в одном видео. Начну с металлических кейсов. И это будут сначала стилбуки. Первый стилбук — это «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом. Российское издание серии «Специальная серия». Такой вот известный стилбук. Известная серия стилбуков российских. Здесь мы видим техничку от Blu-ray издания, потому что оно выходило сначала как 2 DVD только, а потом также дополнительно выходило Blu-ray плюс 2 DVD. И такие вот накатки дисков. И сзади мы видим огонь. Фильм «Крепкий орешек». И еще одно издание из такой же серии, которое у меня есть. Это фильм «Послезавтра». Также у нас стилбук. Также из серии, специальной серии от 20 века Фукс. Здесь у нас напечатана информация прямо на корпусе, не на отдельной техничке. Здесь также два диска. Диск с фильмом и диск с дополнительными материалами. И сзади мы видим заснеженный город. Видим, что это у нас действительно стилбук. Такой вот фильм «Послезавтра» от режиссера Роланда Эммериха. Далее будут два издания в стилбуках, которые Blu-ray размера стилбуки. И первый это у нас «Багровый пик», фильм Гильермо дель Торо. Потом у нас снялись Мия Васиковска, Джессика Честейн, Том Хиддлстон. Видим техничку у нас на чешском языке. Издание из Чехии. Снимаем техничку, здесь она легко снимается. И получаем обычный стилбук на английском языке с названием. Открываем, и здесь у нас герои данной картины в таком вот стилизованном виде изображены. Фильм «Багровый пик» Гильермо дель Торо. И еще один стилбук. Это у нас картина Греты Гервиг. Фильм 2023 года. Самый кассовый фильм 2023 года. В главных ролях здесь у нас Марго Робби и Райан Гослинг. И удалось такой вот достать стилбук. Издание без русского языка. И здесь мы видим только 4К диск. И видим вид на город Барби. Вид. Фильм Греты Гервиг «Барби» в таком вот стилбуке. И далее будут два издания в так называемых металлпаках или фьючерпаках. Они выходили в России, но сами эти металлпаки, фьючерпаки сделаны в Китае. И первый это 300 спартанцев Восхождение империи. Точнее, Расцвет империи 300 спартанцев. Такое вот издание в 3D. Открываем. Здесь техничку положил. 4 карточки. И 2 диска. А под дисками мы видим здесь морскую битву
кадр из фильма с морской битвой. Такое вот издание. Фьючер-паки, металл-паки. Главное отличие стилбуков от таких вот изданий, металл-паках, фьючер-паках, это в креплении их между собой. То есть здесь оно соединяется так, а на стилбуках вот такой вот переходной штучкой. Между собой соединяются две части этих металлических кейсов. И последнее металлическое издание в коллекции. Это у нас Агенты Анкл. Фильм Гая Ричи, в котором у нас снялись Генри Кевилл, Арми Хаммер, Алисия Викандер, Элизабет Дебики и Хью Грант. Такое вот издание. Здесь также техничку положил внутрь. И видим одну из героинь данной картины во внутреннем арте данного издания. Здесь только один диск. Такие вот 6 металлических изданий у меня в коллекции. Переходим к следующему, а именно к стеклу. Стекло, оно выходило у нас только на DVD. И все издания, которые в таком формате, я собираюсь вам показать, что у меня есть в коллекции. Самое большое издание, это у меня Евангелион, известный анимационный аниме-сериал от Хидеаки Анно, оказавший большое влияние на аниме. Здесь мы видим карточки. Двухсторонние. Далее такое вот изображение, такая вот схема. И внутри у нас уже находится 4 издания в стекле. Такой вот разворот с главными персонажами картины. И 4 издания в стекле. Достаем их. Внутри еще такое вот изображение. Первый том. Здесь у нас серии с 1 по 6. Видим рекламу и персонажа Синдзи Икари внутри. Далее второй диск у нас с персонажем Асука Лэнгли Сорью, серии с 7 по 13. Опять же видим Синдзи Икари, но уже фон черный за ним. Далее том 3 с персонажем Мисато Кацураги, серии с 14 по 20. Здесь у нас уже внутри реклама и персонаж Асука Лэнгли Сорью. И, наконец, последний 4 том с персонажем Каору Нагисе. Здесь мы уже видим под диском персонажа, которого зовут, девушку зовут Рэй Аянами. Такие вот 4 части Евангелиона в стекле. И с таким вот боксом для хранения этих самых 4 изданий в стекле.
Евангелион. А дальше пойдут простые издания, в основном от дистрибьютора CP Digital. Первое это у нас Евротур, известная молодежная комедия начала 2000-х, в которых в том числе в качестве небольшой роли снялся Мэтт Дэймон. Открываем. Такое вот внутри изображение. Такие вот кадры из фильма у нас внутри. Фильм молодежная комедия Евротур. Далее. Комедия с Джимом Керри и Дженнифер Энистон, а также Морганом Фрименом в роли Бога. Брюс Всемогущий. Также она у меня в стекле представлена. Видим диск. И под диском просто небо. Просто небеса. Фильм с Джимом Керри. Брюс Всемогущий. Немножко разошлось. Фильм с Джимом Керри. Брюс Всемогущий. Далее. Картина режиссера Брайана Сингера, за которую он получил премию «Оскар». Это фильм «Подозрительные лица». Здесь у нас снялись Стивен Болдуин, Гэбриэл Бирн, Чайес Палментери, Кевин Поллок, Пит Постлет-Вейт, а также Кевин Спейси. Это издание от не от CP Digital, единственное из представленных, вроде бы. Точнее, не единственное, но одно из немногих, которое не от CP Digital, но в стекле. Видим внутри оглавление к данному фильму и два кадра из картины. Фильм Брайана Сингера «Подозрительные лица». Далее картина Кристофера Нолана. Из ранних картин Кристофера Нолана фильм «Бессонница». Фильм с Аль Пачино, Робином Уильямсом и Хилари Свонг. Есть необычная для Робина Уильямса роль злодея в данной картине. Здесь мы видим Аль Пачино и кадр с деревней. Это кадр с домом из данного фильма. Фильм Кристофера Нолана «Бессонница». Далее. Следующая картина. И это фильм Хаяо Миядзаки «Ходячий замок». С таким вот серебристым названием. Известная картина от Хаяо Миядзаки. Здесь внутри видим рекламу других изданий аниме. И кадр с видом, который был в этом аниме-фильме. Картина Хаяо Миядзаки, анимационный фильм, аниме «Ходячий замок». Следующий фильм, и эта картина от режиссера Кевина Смита «Тусовщики», который относится к его киновселенной. И мы здесь видим девушку, за сердце которой устраивали конкурс в фильме. А также видим такой вот коллаж с персонажами фильма. В том числе в углу можно увидеть Стэна Ли, у которого было очень длинное относительно других фильмов камео в данной картине. Здесь у нас снялись Шеннон Доерти, Джереми Лондон, Джейсон Ли, Бен Аффлек,
Ну и, конечно, Кевин Смит и Джейсон Мьюз. Это у нас это Джей и Молчаливый Боб. Идем далее. И следующая картина в стекле. Это у меня фильм Джоэла Шумахера «Призрак оперы». В этой картине в главных ролях снялись Эми Россом и Джерард Батлер. Внутри видим рекламку, в том числе рекламу данного фильма, а также рекламу других изданий. Рекламу других изданий от CP Digital. И видим здесь кадры из картины с главными персонажами. И видим маскарад, который был в данной картине. И во время которого пели одноименную песню «Маскарад». Фильм Джоэла Шумахера «Призрак оперы». Далее, следующая картина. Это фильм режиссера Лассе Халльстрöма «Что гложет Гилберта Грейпа». Здесь у нас снимался еще молодой Леонардо Ди Каприо вместе с Джонни Деппом и Джульетт Льюис. Видим внутри оглавление и кадры из картины. А под самим диском только видим небеса такого вот цвета. Фильм Лассе Халльстрöма с Джонни Деппом, Джульетт Льюис и Леонардо Ди Каприо «Что гложет Гилберта Грейпа». Переходим к следующей картине. Это фильм с Уиллом Ферреллом «Персонаж». Также в данной картине снялись Эмма Томпсон, Дастин Хоффман, Мэгги Джилленхол и Квин Латифа. Также издание в стекле. Видим персонажа данной картины, а также рекламу других фильмов. И еще один кадр с персонажем из фильма «Персонаж» под самим диском. Фильм с Уиллом Ферреллом «Персонаж». Далее следующая картина. Это у нас картина с актерами Эдвардом Нортоном и Эдвардом Ферлонгом. Два известных актера. Американская история X. Это уже более серьезная картина. Криминальная драма. И внутри мы видим, помимо диска, персонажа Эдварда Нортона и персонажа Эдварда Ферлонга. Такое вот издание фильма в стекле «Американская история X». Наконец, последнее издание в стекле, которое у меня есть в коллекции. Это фильм «Небесный капитан и мир будущего». Один из самых первых фильмов, который был весь снят в павильонах. Имеется в виду, что все эффекты создавали на компьютерах. То есть снимали павильонов, а все, что было рядом с персонажами, все было сделано на компьютерах. «Небесный капитан и мир будущего». Это фантастический триллер. Снялись у нас здесь Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. И здесь внутри мы видим, помимо диска, два кадра из данной картины. На данную картину в момент ее выхода я ходил в кинотеатр. Это было последнее издание в стекле и последнее издание в сегодняшнем видео, которое хотел вам показать. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь,
ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока.